Всем привет, дорогие зрители! Заказал на днях себе диодную ленту для подсветки подвесного потолка. Хочу вам немножко о ней рассказать. Это фирма Biom. Мне очень понравилась она по цене. Это RGB лента. Вот для нее пульт, контроллер, блок питания. Сейчас все по порядку расскажу. Всего 31 гривна за метр погонный, то есть одна бобинка мне обошлась 150 гривен. Но мне ее нужно две, поэтому и такой большой блок питания на 150 ватт аж целых. Вот, мне нужно запитать 8 метров. То есть вот моя вторая бобина. Сейчас все по порядку расскажу вам. Расскажу, как она подключается сначала кратенько, и потом покажу, как она горит. И в конце видео покажу, как она уже будет на подвесном потолке освещать. Значит, что нужно рассказать? Расскажу, как подключается диодная лента. Значит, изначально блок питания нужно запитать от сети 220 вольт. То есть плюс-минус 220 заходит. Здесь идут 4 выхода. 2 плюса, 2 минуса. То есть я запитал пока что одну ленту, чтобы вам показать. Нужно будет потом запитать мне и вторую. Очень важный момент. Нельзя ленту подключать к ленте. То есть нельзя запитывать ленту параллельно друг к другу. Вот так вот. Это даст большую нагрузку на первую ленту, которая идет от контроллера, либо от блока питания, что грозит ее перегоранием. Поэтому, если вы хотите запитать несколько лент, более 5 метров, то нужно брать ток изначально, либо из контроллера, либо из блока питания. То есть подключать параллельно, не последовательно, не лента к ленте. Это очень важно. Значит, дальше здесь мы подключили провод, который идет на контроллер. В контроллере здесь мы видим плюс-минус, input это вход и output. Output нужно обязательно, чтобы соответствовал по цветам. Blue, green, red. Это 4 минуса, которые выходят на ленту. Это контроллер, который подключается, можно подключить здесь плюс-минус, а также здесь. Это зависит от разного вида блоков питания. Также к нему купил сенсорный пульт, с которого можно выбрать любой цвет, а также разные варианты, как лента будет гореть с мерцанием, плавно, как гирлянда и так далее. Значит, включаем наш блок питания. Вот загорелась наша диодная лента. Здесь можно на пульте выбрать яркость. Вот она стала меньше. Можно выбрать любой цвет. Лента хоть стоит и 31 гривна за метр, но очень яркая. Я специально ее снимаю днем, чтобы камера хорошо фиксировала яркость. Вот мы выключаем дневное освещение с окна. Вот включается лента. Хорошо, мощно светит. Можно выбрать любой цвет. Можно выбрать вот такие вот эффекты. Так, ну все, это вам показал по поводу RGB ленты. Теперь купил также себе на второй этаж. Хочу сделать люстру из диодной подсветки просто белой. Также купил той же фирмы Biom. Но это уже премиум лента. То есть на эту дают, по-моему, то ли 6 месяцев гарантии, то ли 12. Это производитель Китай. На премиум ленту дают 2 года гарантии, 24 месяца. Вот. А на эту то ли 6 месяцев, то ли год. Но пишут, что лицензированная продукция, то есть сертифицированная продукция. И как бы с ней проблем не должно быть. А это белая диодная лента, из которой я буду делать люстру. Сейчас также ее подключу вам, но только не через контроллер уже, потому что это обычная лента, а сразу с блока питания. Покажу, как она горит. А еще один важный момент, смотрите. Значит, на диодной ленте вот такой вот был вход. То есть здесь его подключить нельзя, поэтому можно смело проводочки вот так вот обрезать, как я это сделал здесь. Но обязательно, я же говорю, по контроллеру смотреть, чтобы цвета проводов соответствовали с выходом из контроллера. Так, ну что, подключил я белую ленту диодную. Здесь 120 диодов на метр, а в этой 60 диодов на метр. То есть это должна быть ярче. Ну и она премиум
класса с новыми диодами. То есть я думаю, светить будет хорошо. Не горит. Да, кстати, важный этап, важный момент. Если диодная лента не горит, поменяйте плюс с минусом, поменяйте местами. И она ничего не перегорит, если вы перепутаете. Она просто не будет светиться. То есть меняем плюс-минус, здесь полярность важна. Здесь при входе, то есть плюс-минус, если вы фазу 0 поменяете местами, здесь все равно. А для диодных лент обязательно плюс с минусом не перепутать. Да, свечение, конечно, просто потрясающее. 120 диодов, это действительно, она светит явно в 2 раза мощнее, чем RGB. Но я RGB брал просто для подсветки под натяжной потолок, поэтому мне ее будет хватать. А вот этой, мне кажется, для 5 метров бобина, мне кажется, для маленькой комнатки, как основное освещение, ее мне вполне будет хватать. Светит очень хорошо, даже по камере видно, насколько она по сравнению с RGB мощнее. Но поэтому она и премиум. Она стоит 70, сейчас скажу. Я потом в конце покажу вам полностью смету, которую я потратил на блоки питания, на все остальное. Да, она стоит 78 гривен за метр. То есть цветная лента я взял по 31 гривне, а простая белая, но на 120 диодов, 78. То есть она и должна, конечно, светить на свои деньги. Но она и светит на свои деньги, не спорю. И несмотря на то, что она светит намного ярче, но потребление тока у нее, как ни странно, меньше. То есть RGB лента потребляет 14 Вт на метр, и тут 60 диодов на метр, а здесь 120 диодов на метр, и она потребляет около 7. То есть поэтому для нее, для 5 метров, я взял маленький блок питания 60 Вт. И его будет с головой хватать для 5 метров такой ленты. А для этой RGB 8 метров, то есть мне пришлось брать вон такую бандуру на 150 Вт. Еще всегда при подключении имейте в виду, что нужно блок питания, чтобы имел небольшой запас по мощности. Не брать там, допустим, если у вас лента потребляет 100 Вт, брать 100 ваттный блок питания. Лучше возьмите 120 Вт, чтобы он не перегревался и дольше вам служил. Так, ну и вот показываю вам уже подключенную ленту и приклеенную на профиль, который держит мой потолок гипсокартонный. Здесь подключил блок питания. Провод подходит с сечением, берите не меньше, чем 0,75 хотя бы. Вот проводочек подключает контроллер. И в контроллер по 2 проводка от 2 лент. То есть одна лента у меня получилась 5-метровая, другая 3. Всего 8 метров. 2 проводочка, точнее по 2 проводка в одно гнездо. В одно гнездо 2 красных, 2 синих, 2 зеленых, 2 белых. Вот так вот правильно подключать. Еще раз скажу, что диодную ленту нужно подключать параллельно, а не последовательно. Ну и показываю вам, как она светит. Сначала со светом основным. Видно, хорошо освещает. Это чисто белый. Это можно выбирать любой цвет. И сейчас выключу свет основной, покажу как. И вот так вот лента светит сама, без основного света. Очень яркий свет. Если чисто белый включить, хорошо освещает. Примерно как одна где-то 80, может 100 ваттная лампочка. Вот если цвет, то немножко меньше, потому что когда белый цвет работает, то горят все 3 диода. То есть красный, голубой и зеленый. А если выбирать отдельно по цветам, то горит один диод. Поэтому немножко тусклее. Но освещением я вполне доволен. Очень ярко светит хорошо. Хотя, конечно, меньше будет светить, когда натянется потолок подвесной. Но я думаю, будет хватать. Такие красивые режимы по переходу света.
Вот так вот она светит. Все, друзья, спасибо за просмотр. Всем хорошего дня.